Добрый день! С героем сегодняшнего сюжета, Дмитрием Куруновым, я давно хотел встретиться лично. Мне было важно его мнение, потому что он является и инструктором, имеющим опыт работы с студентами, и человеком, который сам пережил травму. В 2016 году в результате трагического инцидента Дмитрий лишился ноги. Но уже спустя 4 месяца после операции он впервые погрузился с аквалангом и продолжен заниматься обучением студентов. Но я уверен, что для тех, кому не безразлична тема дайвинга для людей с инвалидностью, мнение Дмитрия будет интересным и полезным. Меня зовут Дмитрий Курунов, инструктор по дайвингу. В 2016 году в Таиланде со мной, самым моим напарником, произошел несчастный случай. Российским дайверам, пострадавшим накануне в Таиланде, провели несколько операций. Теперь их состояние не вызывает опасения у медиков. Во время подъема на поверхность Дмитрий Курунов и Сергей Дмитриев попали под винты моторной лодки. От удара туристы получили серьезные повреждения. Один из них потерял часть стопы. Хозяин катера задержан и дает показания. По одной из версий местной полиции, именно владелец судна виноват в случившемся. Самарский дайвер, пострадавший в Таиланде, отправлен на операцию в Москву. Несмотря на 7 операций, несмотря на то, что ногу мне сохранили, частично врачи сказали откровенно, что прежней она уже не будет. И военные хирурги, народ жесткий, суровый, но практичный. Предложили, говорит, в таких случаях на фронте, допустим, ногу сразу ампутировали. Где-то месяца через 4-5 ты уже сможешь ходить на протезе. И вот, значит, когда я отошел после наркоза, отлежался немножко, я уже самостоятельно смог пересесть в кресло-каталку и съездить на перевязку. Я воспрял духом то, что все-таки все, я начал двигаться. Я пошел, хорошо. Это было 17 мая. Нежданно-негаданно мне пришло приглашение на участие в соревнованиях по фридайвингу. Это проходит у нас в Самарской области на Голубом озере. Потом второй звонок. Дима, а ты сказали, будешь на Голубом озере? Да. 2 ребят на пробное погружение с аквалангами. Ты справишься как-то без ноги? Ну, мне уже отступать просто было некуда. Я говорю, да, я справлюсь. Я готов. Мы приехали на Голубое озеро. Я, сидя, одел гидрокостюм, на костылях дошел до мостков, костыли поставил, допрыгал до воды, уже в воде одел ласту, грузовой пояс. Мне подали комплект с мостков. И я убедился, что с одной ногой плавать не так-то уж и трудно. Я совершил 2 погружения с аквалангом с ребятами. И уже поднявшись на поверхность, опять допрыгал. То есть поднялся на мости, допрыгал до берега до костылей. На костылях дошел до скамейки, снял костюм. И тут как бы до меня пришло осознание, все. Я вернулся в свой спорт, я вернулся в обычную нормальную жизнь. И, конечно, в первую очередь у человека должно быть желание. Желание там, да, постичь что-то новое для себя. Программа выполнится в легкую. Любой человек, потерявший руку или ногу, выполнит, особо не напрягаясь, то, что требует от него стандарты дайвинга. Это будет легко.
И еще хочу пожелать ребятам, кто попал в похожие ситуации, потерял какую-то конечность, тоже с инвалидностями. Я приглашаю всех желающих погрузиться под воду, я вам помогу, чем смогу. Кто не погружался, вас ждут незабываемые впечатления. Пока, как ни крути, все-таки ограничения даже с протезами существуют. Мы привязаны, мы ходим по твердой поверхности. Мы уже не так можем прыгать, не так можем лазить. А вода остается водой. Трехмерным пространством. Невесомостью, голубой невесомостью, где можно порхать, как бабочки. Что, извиняюсь, с руками, что без рук, что с ногами, что без ног. То есть плыть под водой – это не то, что плыть даже на воде. Вот именно ощущение невесомости, ощущение парения – это то, что вам может дать дайвинг. А что для этого нужно сделать? Сделать для этого нужно только одно. Надо только захотеть. Надо только самим захотеть. Вот и все.